Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем тапочки в тунисской технике. Узор напомнил мне тигровый. Ссылку на мастер-класс мордочки тигра выставлю под видео. Вязала пряжей 100 грамм 200 метров. Крючок 4 миллиметра. Для аппликации использовала крючок 1,5 миллиметра. Итак, приступим. Я набрала цепочку из 15 воздушных петель. Теперь мне надо провязать 4 ряда в обычной тунисской технике. То есть сейчас буду поднимать петли. Всего у меня на крючке должно оказаться 15 петель. То есть поднимаю сейчас из каждой петли цепочки по петле. Всего 15 петель будет. На крючке 15 петель. Закрываем в обратном ряду сначала одну, потом по 2 петли до конца ряда. Таких рядов нам надо связать 4. Связали первый ряд узора. Еще нам нужно связать еще таких же 3 ряда. Также поднимать петли. То есть будет 15 петель на крючке. И закрываем. Сначала одну, потом по 2 петли. Вот я связала 4 ряда. У меня осталось 2 петли. И эти 2 последние петли я провяжу коричневым цветом. Меняем нить. Для этого провязываем 2 последние петли 4-го ряда коричневым цветом. Провязали. Теперь 5-й ряд узора. Делаю накид на крючок, спускаюсь на ряд ниже и провязываю столбик с накидом. Провяжу столбик с накидом. Далее 2 петли поднимаю, как в обычном тунисском вязании. Следующую петлю подниму из основания. И повторяем. Спускаемся на ряд ниже, провязываем столбик с накидом. Поднимаем 2 петли, как в обычном тунисском вязании. Первая петля, вторая петля. Следующую петлю просто поднимем оранжевый цвет из основания. Повторяем. Накид на крючок, спускаемся на ряд ниже и провязываем столбик с накидом. Провязали. Следующие 2 петли поднимаю, как в обычном тунисском вязании. Первая петля, вторая петля. Следующую петлю просто поднимаю из основания. Накид на крючок, спускаюсь на ряд ниже и провязываю столбик с накидом. Провязали. И последнюю кромочную петлю поднимаю, как в обычном тунисском вязании. У нас на крючке 15 петель. В обратном ряду буду закрывать сначала одну петлю, потом по 2 петли до конца ряда. Провязала 5-й ряд узора.
В 6-м ряду буду просто поднимать петли из основания. Все они у нас будут коричневого цвета. И на крючке должно оказаться 15 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и последняя 15 петля. На крючке 15 петель. Будем закрывать в обратном ряду сначала одну, потом по 2 петли. И будем закрывать до тех пор, пока на крючке не останется 2 петли, для того, чтобы мы могли поменять цвет на оранжевый. На крючке 2 петли, меняю цвет, провяжу эти 2 последние петли вместе контрастной нитью. В данном случае это оранжевый цвет. И повторяю первый ряд узора. То есть первую петлю, как обычно, вторую поднимаю с основания, делаю накид на крючок, спускаюсь на ряд ниже, провязываю столбик с накидом. Далее 2 петли поднимаю, как в обычном тунисском вязании. Следующую петлю поднимаю коричневый цвет из основания и повторяем накид на крючок, спускаемся на ряд ниже, провязываем столбик с накидом, провязали. Следующие 2 петли поднимаем, как в обычном тунисском вязании, подняли, и следующую петлю поднимаю коричневый цвет из основания. Снова накид на крючок, спускаюсь на ряд ниже, провязываю столбик с накидом, провязали. Следующие 2 петли поднимаю, как в обычном тунисском вязании, и последняя кромочная петля, как обычно, поднимается. На крючке 15 петель. Теперь закрываю сначала одну, потом по 2 петли. И таким образом повторяем. То есть сейчас мы довяжем ряд до конца. И нам останется связать оранжевым цветом еще 3 ряда. То есть то же самое, как мы начинали. Провязали один ряд оранжевым цветом. Еще осталось провязать оранжевым цветом 3 ряда. То есть повторяем, как мы делали в самом начале. Сейчас просто поднимаем петли на крючок. Всего у нас на крючке должно оказаться 15 петель. И потом в обратном ряду закрываем, как обычно. Сначала одну, потом по 2 петли. То есть узор повторяется до нужной длины. Для размера 38-40 у меня получилось то, что я связала всего в длину, 22 ряда. Для 37 размера потребуется примерно 18 рядов узора. В крючке 15 петель, закрываю сначала одну, потом по 2 петли.
Вяжем узором 22 ряда, чередуя оранжевый и коричневый цвет. Всего в раппорте узора высоту он 6 рядов. 4 ряда оранжевых и 2 коричневых. Вот я связала 22 ряда. У меня получилось 3 коричневых полосы. Заканчивается узор оранжевым цветом 4 ряда. И теперь буду вывязывать мысок. Мысок состоит из 5 треугольников. Сначала мы набираем 2 петли. То есть первая петля была на крючке, набираем еще одну, и эти 2 петли провязываю вместе. В следующем ряду прибавляю 2 петли. То есть первая была, вторая, третья и четвертая. То есть в каждом ряду мы будем прибавлять по 2 петли. Закрываем по 2 петли. Следующий наборный ряд 6 петель. 2, 3, 4, прибавляем 5, 6. На крючке 6 петель, закрываем по 2 петли в обратном ряду до конца ряда. Закрыли. Следующий наборный ряд 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На крючке 8 петель, закрываем в обратном ряду по 2 петли. Провязали. Следующий наборный ряд 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавляем 2 петли. 9, 10. На крючке 10 петель, закрываем по 2 петли до конца ряда. Провязали. Следующий наборный ряд 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прибавляем 2 петли. 11, 12. На крючке 12 петель, закрываем по 2 петли до конца ряда. Провязали ряд, у нас уже получается такой треугольник. Следующий наборный ряд 14 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, прибавляем 2 петли. 13, 14, закрываем по 2 петли до конца ряда.
Провязали ряд и остался последний ряд. Наборный ряд будет 15 петель. У нас в узоре было 15 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Набрано 15 петель. Будем закрывать по 2 петли, и один треугольник у нас будет готов. И таким же образом мы будем вязать еще 4 треугольника. Таким образом мы закругляем полотно и формируем мысок. Вот получился один треугольник. Еще вяжем также 4 треугольника. Всего будет 5 треугольников на мысок. Я начинаю, покажу, как вязать второй треугольник. То есть также сначала 2 петли набираем, провязываем вместе. В следующем ряду прибавляем 2 петли. Вот у нас на крючке 4 петли, закрываем по 2 петли. Следующий ряд наборный будет уже 6 петель, потом 8, 10. То есть то же самое, что мы вязали в первом треугольнике. Я провязала 5 треугольников, остановилась на последнем наборном ряду 5-го треугольника. Сейчас у меня на крючке 15 петель. Это будет первый ряд узора. То есть последний ряд 5-го треугольника – это первый ряд узора. В обратном ряду здесь я буду закрывать сначала одну, потом по 2 петли. Провязали один ряд узора, то есть последний ряд 5-го треугольника. И теперь еще оранжевым цветом, обычной тунисской вязкой, нам надо связать еще 3 ряда. То есть также поднимаем петли. Всего у нас на крючке должно быть 15 петель. И закрывать будем сначала одну, потом по 2 петли. То есть повторяем узор, начинаем вязать узор с 4 рядов оранжевого цвета. Вот я поднимаю петли. У меня на крючке должно оказаться 15 петель. Это будет второй ряд узора. И в обратном ряду буду закрывать сначала одну, потом по 2 петли. В последнем 4-м ряду, в обратном ряду не буду закрывать последние 2 петли для того, чтобы поменять цвет. Потому что будем переходить на коричневый.
последнем четвертом ряду не довязываю 2 петли для того, чтобы поменять цвет. Беру коричневый цвет и 2 последние петли провяжу вместе коричневым цветом. И приступаем к вывязыванию 5-го ряда узора. То есть повторяем также. Спускаемся на ряд ниже, провязываем столбик с накидом, поднимаем следующие 2 петли, как в обычном тунисском вязании. Следующую петлю поднимаю просто из основания оранжевый цвет и повторяю накид на крючок, спускаюсь вниз на ряд, провязываю столбик с накидом. Далее следующие 2 петли просто поднимаю, как в обычном тунисском вязании. Следующую петлю из основания оранжевым цветом и далее повторяем. Накид на ряд ниже, 2 петли, как в обычном тунисском вязании. Поднимаем петлю из основания оранжевый цвет и накид на ряд ниже. Последнюю кромочную петлю поднимаем, как обычно. Всего у нас на крючке окажется 15 петель. Это мы подняли 5-й ряд. Закрываем в обратном ряду сначала одну, потом по 2 петли до конца ряда. То есть повторяем узор так же, как мы вязали на противоположной стороне. Провязали ряд коричневым цветом. Теперь вяжем 6-й ряд узора. В этом ряду поднимаю 15 петель. Просто поднимаю каждую петлю из основания. На крючке должно оказаться 15 петель. Закрывать буду как обычно. Сначала одну, потом по 2 петли. В последнем 6-м ряду не довязываю 2 петли, меняю нить на оранжевую и повторяем узор. Сейчас провяжу 2 петли вместе оранжевым цветом. Все, 6-й ряд мы довязали. И теперь повторяем с 1-го ряда. Первую петлю, как обычно, вторую из основания коричневый цвет, накид на крючок, спускаемся вниз на ряд, провязываем столбик с накидом. Следующие 2 петли поднимаем, как обычно в тунисском вязании. Следующую петлю поднимем из основания коричневый цвет. Далее снова накид на крючок на ряд ниже и провязываем столбик с накидом. Следующие 2 петли поднимаем, как обычно в тунисском вязании. Следующую петлю из основания и повторяем до конца ряда. Сейчас вяжу накид на крючок, сделала, провязала столбик с накидом на ряд ниже. Следующие 2 петли поднимаю, как обычно, и последнюю кромочную поднимаем просто. У нас на крючке снова 15 петель. Будем закрывать сначала одну, потом по 2 петли. То есть повторяем узор. Вот он идет симметрично. Что было на той стороне, также будет и на этой. Я провязала, у меня получилась вот такая деталь, такая заготовка. Теперь сошью эту деталь по заднему шву. Для этого сложу лицевые стороны вместе и свяжу
эти стороны столбиками без накида. Делайте как вам удобно. Кому-то будет удобно сшить, я делаю столбики без накида. Теперь, не обрывая нить, обвяжу тапочек, обвязываю своим любимым способом, ввожу крючок, вытаскиваю петлю, оборачиваю 2 петли вокруг и провязываю их вместе. Ввожу крючок, вытаскиваю петлю, на крючке 2 петли, оборачиваю их рабочей нитью и провязываю эти 2 петли вместе. В следующую петлю ввожу крючок, вытаскиваю петлю, оборачиваю рабочей нитью эти 2 петли и провяжу их вместе. И так далее. По всему периметру делаю обвязку. И получаем аккуратный зубчатый край. Вот такой красивый край у нас получится. Делаем обвязку. Еще один маленький нюанс. Возле шва заднего тапочка я поднимаю не одну петлю, а подниму, пожалуй, еще 2, чтобы немного сузить полотно, чтобы тапочек лучше лежал. И теперь эти 4 петли провяжу вместе. И закончу ряд соединительным столбиком. Все, теперь нить обрываем. Теперь подошва. Подошву вывязываем на среднем треугольнике, то есть это будет 3-й треугольник. Вот я уже прикрепила нить. Буду сейчас вытягивать 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, секунду, 8, 9. Набрали 9 петель. И сейчас будем вязать полотно и постепенно прихватывать петли с боков. Провязываю по 2 петли вместе в обратном ряду. И будем следить, чтобы у нас каждый наборный ряд был 9 петель. Так, 1 петля осталась. Вытаскиваю крючок. Следующая петля, которая боковая у нас на полотне, ввожу крючок, протягиваю петлю и начинаю новый наборный ряд. Первая петля есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петлю будем поднимать из боковой части. Вот у нас на крючке 9 петель. Закрывать будем по 2 петли. И так далее будем вязать полотно по прямой. Закрываю по 2 петли до конца ряда. Вот у нас осталась 1 петля, вот уже такой мысок у нас формируется. Вытаскиваю крючок, ввожу в следующую петлю боковую, которая у нас свободная петля. Захватываю петлю и протягиваю через боковую стенку. И снова поднимаю петлю. Делаю наборный ряд, уже 2 подняли. Так, секунду. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 петлю буду поднимать из боковой части. 9. Закрываю по 2 петли. То есть все очень просто. Просто следите за тем, чтобы количество петель в каждом наборном ряду было 9. То есть вяжем полосу из 9 петель и прихватываем постепенно боковые стенки. Вот у нас еще один ряд провязался. Так, вяжу прямо до начала коричневой полосы, то есть где-то 4-5 рядов до конца, и начинаю сводить вязание на нет. То есть провязываю уже не по 2 вместе в обратном ряду, а по 3. Вот такой тапочек получился у меня. Можно оставить так, а можно еще украсить аппликацией. Я решила украсить тигром. Ссылку на мастер-класс оставлю под видео. Вот такие тапочки получились у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!